В этом видео я расскажу, что мы купили на Кипре. Но для начала хочу рассказать про один очень важный момент, который упустила в предыдущем своем видео. Он касается покупки воды на Кипре. Поскольку там очень жарко, то всегда хочется пить. Если покупать воду в мелких магазинах, которые в основном и встречаются на Кипре, то цена за бутылку составляет от 1 евро. Если же покупать в крупных супермаркетах, там 1,5 литра стоит 40 центов. Поэтому самый бюджетный вариант – это покупать воду в автоматах. В частности, у нас недалеко от отеля и магазина был такой автомат, где мы всегда набирали воду. Цена значительно дешевле, чем в магазинах. На 20 центов мы набирали несколько литров воды. В каждом городе Кипра есть такие автоматы, поэтому в целях экономии имеет смысл покупать воду именно в них. Так что обращайте свое внимание, если вдруг их встретите. На карте они не указаны, но в той же Ларнаке их немало, намного больше, чем в Айанапе или Протарас. Что же касается покупок на Кипре, большинство товаров, которые тут встречаются, продаются и в Греции. В частности, натуральная губка, чаша Пифагора, мед, сыр, оливки, оливковое мыло и масло. Поэтому лично мы здесь купили из перечисленного только оливковое масло, которое также продавалось в магазине возле нашего отеля по цене 7 евро 20 центов за литр. Тогда как в других магазинах Ларнаки мы такое же встречали по 12 евро. Поэтому лучше выбирать или более крупные супермаркеты, или, если мелкие, то не на центральных улицах, а где-то в глубинке. Вообще на Кипре есть основные крупные супермаркеты, где самый большой выбор товаров и оптимальные цены. Среди них Metro, Lidl, Papantonio, Smart, Alfa Mega, Carrefour, PopLife, Plus. Они все есть в разных городах Кипра, поэтому в зависимости от вашего места проживания можете выбирать наиближайший к себе. Так как мы мало что покупали на Кипре, в основном это иконы и оливковое масло, поэтому закупались в ближайшем от отеля маленьком магазинчике Petrus Супермаркет. Мелкие же сувениры можно купить в прилавках, которые расположены недалеко от церкви Святого Лазаря в Ларнаке или в том же старом городе Лимассола. Также на Кипре продаются сладости по типу рахат лукум, но они, конечно же, не сравнятся с турецкими, поэтому их лучше покупать в Турции. Ну и, конечно же, многие на Кипре покупают традиционный сыр халуми, который также есть в Греции. Он продается почти во всех супермаркетах. Его средняя цена составляет около 3 евро за упаковку 250 грамм. Лично мы его покупали только в кафе, с собой решили не брать. А вот что стоит покупать на Кипре, так это иконы из лавки при церкви Святого Лазаря. В отличие от Греции и Турции, здесь очень адекватные невысокие цены на них. К примеру, маленькая икона Святого Лазаря стоит 5 евро, тогда как в той же Турции или Греции, когда нас возили по святым местам и заводили в церковные лавки, там минимальная цена иконы стартовала от $50. Поэтому в основном мы закупались именно в этой лавке, купив освященное масло за 2,5 евро, ладанки за 1,5 евро, был также ладан побольше за 3 евро и различные наборы из иконы, масла и ладана от 10 евро. Все это потом можно приложить к мощам Святого Лазаря. Также в Ларнаке есть рынок, который работает по субботам с 9 утра и до часу дня. Он находится недалеко от церкви Святого Лазаря. Найти его несложно, нужно дойти до набережной Финикудас, а потом повернуть в сторону церкви, и там недалеко будет расположен рынок, между домами. Но цены, говорят, там не особо низкие. Как добираться из разных городов Кипра, я рассказывала в своем предыдущем видео. Удобнее всего пользоваться зеленым автобусом Интерсити, он доезжает быстрее и ездит чаще. Если мое видео вам было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видеообзоры.